Доброго времени суток! Начинаю новую серию видео по созданию куклы. Эта серия видео будет посвящена пасхальному кролику. Голова и конечности будут из полимерной глины, а тело тканевое, набитое синтепоном. И начну я создание куклы с лепки головы. Я заготовила себе шаблончик. Шаблончик чуть меньше, чем ожидаемая голова, так как этот шаблон у меня для фольги. Обязательно для такой куклы я сделала эскиз в полный рост, так как лепить детали на глаз сложновато, проще по эскизу. И начну я создание головы с набора объема. Набирать объем я буду из фольги. Материал очень легкий, не будет утяжелять голову моей куклы. Беру фольгу, обычную пищевую фольгу, и набираю необходимый мне объем. В моем случае я контролирую его своим шаблоном, прикладывая постоянно голову к шаблону. Фольгу сжимаю очень плотно, чтобы потом у меня полимерная глина сверху не гуляла. Проверяю голову со всех сторон, чтобы она подходила, чтобы везде была симметрично. И дальше беру полимерную глину. У меня вот такая полимерная глина. Я бы вряд ли ее кому-то рекомендовала, потому что с ней очень тяжело лепить. Она трескается и очень сложно разминается. Дальше, так как, опять же, я не могу размять большой кусочек, я это буду делать небольшими кусочками, набирать объем на мордочке кролика. Если глина позволяет, то можно сразу сделать один большой пласт и положить его вокруг фольги. Так небольшими кусочками я набираю объем моей головы. Хорошо соединяю между собой кусочки полимерной глины. Итак, полностью закрыла всю фольгу. Немного выравниваю голову. Кукла у меня будет на проволочном каркасе, поэтому взяла флористическую проволоку и вставляю ее в голову. Вставляю под небольшим острым углом к морде, чтобы мордаха сильно не задиралась вверх. Пусть лучше немножечко будет наклонена. Дальше приступаю к созданию шеи.
размяла кусочек глины, беру какую-нибудь вспомогательную вещь, у меня это палочка для суши, и вокруг нее создаю шею, тщательно затирая шов. И края шеи я немножечко расширяю при помощи этой же палочки. Дальше соединяю шею и голову. Нижнюю часть шеи тоже делаю потоньше края, чтобы можно было прилепить к плечикам. Беру еще один кусочек глины и из него сделаю плечики. Делаю небольшой пласт. Делаю отверстие при помощи этой же палочки в центре этого пласта. И соединяю его с шеей. Дальше сделаю опять же потоньше немножко края. И обязательно загну спинку и загну грудную часть. Не переживаю здесь за ровность краев, потому что у меня эту часть будет покрывать ткань. На следующем этапе я намечаю носик кролика, ротик и глазки. Дальше небольшой треугольный кусочек я прилепляю на место носика. И ногтем пальца формирую ноздри.
Я просто немного ногтем сдвигаю глину вверх. Можно сразу наметить нос. Там, где заканчивается носик, я сначала делаю небольшие линии стеком, а затем прям продавливаю все, что с краю от носа. Нос я не трогаю, продавливаю лишь боковинки. Сильно большое углубление делать не нужно, просто наметить сам носик. Дальше беру еще один кусочек глины в виде шарика. Это будут щечки моего кролика. Не знаю, как правильно у кролика это место называется. Пусть будут щечки. И прикрепляю этот кусочек глины с одной стороны и точно такой же прикрепляю с другой стороны. И хорошенько приклеиваю. И сразу формирую небольшой скос. Носик должен быть самой выступающей частью у кролика. Теперь уже стеком формирую ноздри. Немного раскрываю место для ротика. Следующий этап — это я добавлю нижнюю челюсть, раскатываю еще один шарик полимерной глины и леплю его снизу. Налепила нижнюю челюсть и поняла, что щечек моих не хватает. Добавлю с правой и с левой стороны по небольшому кусочку полимерной глины. Хочу, чтобы они прям закрывали немножечко нижнюю челюсть.
Добавила щечки, и теперь можно поработать с центральной частью морды, ротиком, сделать более явные углубления при помощи стека. В процессе лепки часто зажимаю какие-то части головы, и поэтому периодически выравниваю голову. Проверяю обязательно мордаху сбоку, чтобы носик все так же оставался у меня самой выступающей частью. Делаю пошире отверстие ротика. Дальше следующий этап — это глазки. Сначала просто намечаю, где у меня будут глазки. И дальше немножечко продавливаю эти места. Делаю 2 небольших шарика. Это будут глазные яблоки. Сделаю потоньше края глазных яблок и вкладываю их в глазницы. Они должны чуть-чуть выступать. Дальше беру небольшой кусочек полимерной глины, вытягиваю его и формирую из него нижнее веко. И то же самое делаю с верхним веком.
Если где-то видно края глазика, то можно стеком немножко придавить их, так чтобы они оказались под веком. И хорошенько веки приклеиваю. И дальше уже при помощи стека я формирую само веко. Какие-то где-то неровности выравниваю. Делаю более плоские края у века. И то же самое я делаю со вторым глазом. И дальше, когда два глаза уже готовы, я смотрю, чтобы глазки были симметричны. Можно еще раз продавить края носика, так как мы прилепили веки, и теперь может носик слиться с веком. Дальше у меня по эскизу голова наклонена, то есть шея изогнута, и поэтому проволоку я изогну так же, чтобы у меня было как на эскизе. Мордашечка готова, осталось только сделать отверстие для ушек кроличьих. Сначала просто намечаю места, где буду делать, чтобы получилось симметрично. А затем уже начинаю стеком продавливать до самой фольги. Причем я довольно-таки неплохо расширяю место, потому что ушки будут тканевые, и ушки будут тоже на проволочной основе, чтобы у меня проволока легко прошла в эти отверстия. Все, голова готова. Теперь можно ее отправить в духовку минут на 20. Итак, моя голова запеклась. Можно приступить к ушкам. Для ушек я сделала выкройку. Ширина моей выкройки в 2 раза больше, чем отверстие для ушек. Дальше беру ткань. Какую-нибудь хлопчатобумажную, здесь очень даже хорошо подойдет. И обвожу 2 ушка. И дальше швом назад иголку прошью все, кроме основания ушка. Обрезаю оставшуюся нить и вырезаю ушко с припуском пару миллиметров, 3 миллиметра. И там, где острие ушки, я срезаю обязательно кончик, чтобы легче было выворачивать. И дальше выворачиваю ушко.
Ушко вывернула, дальше приступаю к созданию каркаса для ушка. Взяла флористическую проволоку, складываю ее пополам. По длине проволоку беру больше, чем ушко. Обрезаю лишнюю проволоку, чтобы мне было проще с ней работать. И дальше края получилось у меня, что не натянуты. Я немножечко выверну проволоку так, чтобы хорошо натягивались края. Все, проволока полностью подходит. Краешек проволоки я закреплю при помощи клея момента кристалла. Наношу на край клей и вставляю в ушко. Когда клей высох, у основания ушка я прошью потайным швом края, чтобы создать изгиб ушка. Когда прошила, распрямляю проволоку и оставляю у края пару миллиметров, чтобы выступало, а все остальное откусываю. Итак, оба ушка готовы. Можно теперь их приклеить к голове. Я взяла здесь клей момент кристалл, но все-таки он слабоват. Здесь бы лучше брать какой-то клей получше, потому что у меня потом ушки были слегка подвижными. И вставляю ушки в отверстие. И чем-нибудь остреньким ткань продвигаю внутрь отверстия. Итак, оба ушка приклеены, просохли. И теперь можно придавать им форму, ту, которую вы задумали. У меня одно ушко будет смотреть вверх. А второе ушко будет согнуто к лицу. И кончик ушка будет держать очки. Поэтому я загну само ушко и загну кончик.
Здесь у меня ушко немножко поехало. Я добавлю клея и еще раз его приклею. Все, оставляю полностью просохнуть клей. И теперь можно загрунтовать ушки. Беру клей ПВА. В данном случае водички я добавляю немного. И клей у меня строительный, он посильнее обычного. И полностью покрываю ушки этим составом. Потому что я покрывать буду масляной краской, и мне будет удобнее, если у меня будет жесткая неподвижная поверхность ушка. Все, оставляю высыхать. На этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал и делайте вместе со мной этого чудесного кролика.